Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером настроились на нашу волну. Это прямой эфир, все вживую. Последняя пятница зимы. Андрей Золотарев на связи прямо сейчас, известный украинский политтехнолог, да, эксперт политический. Андрей Владимирович, приветствую вас. Вечер добрый, Александр. Вечер добрый, зрители. Известный в прошлом политтехнолог. Собственно, уже 5 лет у нас политики никакой нет. Ой, да ну не скажите. Ну, политика прям бьет ключом. У нас и рейтинги доверия и недоверия выходят. И ох, как интересно все закручивается. Представляете, каналы тоже новые открываются. Поговорим обо всем этом сегодня. И, конечно... Ключом, как правило, по голове. Ну, по голове... У кого есть ключи, да, тот, конечно, сейчас на коне. В общем, ключи от мира будем разыскивать мы сегодня. Друзья, всем большое спасибо, что уже поставили лайк. Не забывайте, пожалуйста, этот ритуал YouTube воспроизводить. Как всегда, ваши вопросы в самом финале нашего стрима. В прямом эфире можете их задать в чате трансляции в самом конце, заблаговременно, в закрытом клубе зрителей «Шелест», в непосредственно сообществе YouTube, там анонс нашей встречи. А если не хотите никого ждать и работает этот сервис, и вам, по приколу, то QR-код, который есть, и вот не надо никого дожидаться, прямо на экран выведут ваши послания и ваши слова, ну и канал поддержится. И вообще спасибо большое за поддержку, сейчас она очень нужна, потому что кажется, что мы входим в самую смертельную фазу этой войны. Причем это уже даже не кажется, это уже прям отчетливо видно, слышно, и противоречиво реагирует медиаполе. Об этом тоже будем говорить сегодня, потому что есть определенные разведпризнаки, что войну сворачивают. Причем и в России, и в Украине эти разведпризнаки, намеки на это, вот они есть, они вот так отчетливо видны, но, судя по всему, этому сворачиванию будет предшествовать глобально большая, огромная эскалация, которая вот уже начинается этой весной. Значит, опрос сегодняшнего эфира звучит следующим образом. Согласны ли вы с мэром Садовым, что больше половины потерь ВСУ – это результат некомпетентности З-команды и прочих? Варианты ответов. Однозначно, рыба гниет с головы. Нет, виноват не только Зеленский. Зеленский вообще не виноват. Учуял выборы, дольщик крематория. Он же пиарит крематорий, да, вот смотрите, какой классный во Львове откроется, новые печи, австрийские. И Садовой, в общем-то, и выходит на публику с вот этим посланием. Там тоже очень интересное послание. Андрей Владимирович, предлагаю вот с этого начать, с вопроса, кто виноват. Но давайте сначала послушаем Садового. Он дает интервью и говорит, я вот уверен, что все зиждется, все провалы на верхушке. На верхушке, да. А потом поговорил с боевыми поговорил, и они говорят, да нет, не совсем. В общем, Садовой. Можу вам сказати, що більше половини людей, яких ми втратили на війні, це втрати через некомпетентність командирів і через незрілість військово-політичного керівництва держави. Коли я цю тезу озвучую поважним генералам, вони мені говорять, Андрій Іванович, помиляєшся. 70-80% втрат на війні через некомпетентних командирів. Ви розумієте, це страшні речі. Тому що на сьогоднішній день військова освіта в Україні дуже часто ідентична тій військовій освіті, яка є в країні-агресорі. Вона не мінялася з 90-х років. Вона застаріла. Так, є певні бригади, такі як Хартія, такі як 3-я штурмова, сьогодні це корпуси, які в освіті приділяють надзвичайно велику увагу, і там зовсім інша ситуація з точки зору втрат і поранень, і людей, яких ми втратили назавжди. Ну, то есть все потери от того, что нет военного образования, Андрей Владимирович. Знаете, он наверняка, я же слышал это, сентенцию Садового о том, что, дескать, есть третья штурмовая, третий корпус, бывшая 3-я штурмовая, Хартия, знаете, как в анекдоте про хомячка и крысу. Чем хомячок от крысы отличается? У хомячка пиар, потому что вот у 3-й штурмовой пиар намного лучше, у Хартии тоже. А армия, как бы там ни было, но проблема того, что армия с 200 тысяч скаканула до миллиона, неизбежно породила вопрос качества офицерского состава. И тут мы попали по полной. Да, как бы там ни было,
какое бы там ни было классное образование, ведь у Садового под боком была Львовская академия сухопутных войск, и что там творилось, это очень хорошо известно, начиная, скажем так, от начальственного беспредела и заканчивая банальным воровством. Вот. Но как-то до этого критики Садового насчет генерала я не слышал. Но он уже общался с генералами, они говорят о том, что 70% потерь – это на совести руководства. А с Но какими генералами общался Садовой? Вот ну, смотрите, у нас сейчас наверняка. слово «генерал» с приставкой «бригадный» звучит как, я не знаю, народный артист Украины. Да. Ну, мы можем только догадываться, с какими генералами он общался, но я скажу так, что хороший, плохой генерал, у каждого генерала свое кладбище. И да, неизменным остается другое, потому что каждый командир полностью и всецело отвечает за то, что у него происходит в подразделении. И, к сожалению, да, хватает примеров того, когда людей используют как расходный материал, это тоже есть. Поэтому, знаете, к сожалению, вот для пиара очень часто отталкиваются от абсолютно очевидных вещей, вот какие мы правильные, но выводы абсолютно. Дело в том, что, как бы там ни было, вот совковое образование, Сумское артиллерийское училище, но это было в советской армии, это была фирма. И до сих пор, кстати, основа костяк офицерского состава украинской артиллерии – это выпускники Сумского артучилища. И да, Киевское высшее общевойсковое командное училище, готовившее разведосов, разведчиков, армейских разведчиков, тоже никто не жаловался на качество образования. Или КВИРТУ, Киевское радиотехническое училище. Поэтому вот наводить тень на плетень. Другое дело то, что принцип «я начальник, ты дурак», который благополучно перекочевал из украинской армии, вот с этим надо бороться. А качество образования советские военные училища нынешние могут дать еще очень хорошие формы. Андрей Владимирович, если мы попробуем все-таки понять, откуда ноги растут у этого пиара. Сейчас заруба с Залужным, да, ну такая политическая. Сейчас там рейтинги говорят, Зеленский 4-й по доверию украинцев, и Буданов Ну, его опережает, и Усик. Ну, это и не надо за чистую монету. Ведь социология давно у нас превратилась в продажную девку политтехнологов. А тем более, понятно, что околоофисные паблики уже погнали, том, что Ипсос и в Раше работает и так далее. Ну, вот, значит, верить нельзя. Ну, так нельзя верить и социологии, которую выбрасывает офис президента через там, известные уже теперь телеграм-каналы. Социология, в которой 3/4 опрашиваемых отказываются говорить с интервьюерами, она, по определению она не может быть репрезентативной. А некоторые меня поправляют до 90%. Вот журналисты не так давно опрашивали по поводу придуманной социологии. Поэтому эта социология у нас давно превратилась из инструмента информирования в общественном мнении в инструмент политической пропаганды. И вот этот ипсосовский опрос – это классической воды такой эффект фургона с оркестром. Знаете, что такое вот в социологии эффект фургона с оркестром? То есть, когда в Соединенных Штатах Америки в 19 веке в город приезжал бродячий цирк, вот, они пускали фургончик с оркестром, и потихоньку сначала детвора, а потом взрослые приходили туда, куда надо, к цирку Шапито. Вот этот фургон с оркестром уже покатился по полной программе. Причем и работают как не только команда президента, но и потенциальные конкуренты. И да, но, опять же, отталкиваясь от тех, кто работал с фокус-группами социологии, да, признаются, что в любой двойке, если это будет конкурентная компания, конечно, компания же может быть разной, Зеленскому ловить нечего, он проигрывает. Проигрывает Буданову, проигрывает Залужному, и даже Юлии Владимировне Тимошенко. И Вот. Тимошенко проигрывает. Да. То есть, ведь Зеленский искренне поверил в то, что проголосовали за него. А на самом деле, вот выборы в 2 тура,
характерное для Украины, голосуют не за, а против. Вот в данном случае проголосовали против Порошенко, против надоевшей всем армии мовы веры. А Зеленский это все перенес на себя. Но поскольку он подхватил из ослабевших рук Петра Алексеевича вот это знамя армии мовы веры и понес его куда более брутально и бесцеремонно, то, соответственно, во многом он и перебрал негатив. Ведь никто до сих пор, даже наша так называемая оппозиция, в кавычках, не показывает антирейтингов. Вот, за кого вы ни при каких условиях не будете голосовать. Вот там у Владимира Александровича все очень плохо. И это для него проблема. И понятно другое, потому что команда президента не согласится, будет тянуть с выборами, если не будет уверен в том, что им дадут возможность их выиграть в один тур. А это значит ДИА, это значит молдавизация выборов, голосование за рубежом, голосование военных, которые ты проконтролируешь. Вот. Поэтому выборы могут быть разными. Любые конкурентные выборы Зеленский проиграет, но любые другие выборы, когда под названием выборы делается черти что там, допустим, голосование здесь. Американцы, кстати, против, категорически против. Вот. Но уже помните, я говорил о том, что там гуляет по Верховной Раде там наработки к закону. Вот теперь уже и подтвердили то, что да, готовится. Ну, вот, что они выйдет, как говорится, что они там выродят уже в конечном итоге, ну, посмотрим. Интересно, что завершение войны все-таки зависит от выборов. Сегодня Зеленский сделал заявление, из которого следует, что воевать будут до выборов в Америке. Представляете? Хотя вчера журналисты Axios после разговора Трампа и Зеленского говорили, что у Зеленского есть месяц. Трамп на полчасика брякнул, говорит, Володька, там Кушнер еще и Витков. Кушнер и Витков были на проводе. И говорит, у тебя на все про все 1 месяц. Это уже не 4 июля даже. А Зеленский сегодня говорит, вот смотрите, вот давайте как бы дотянем, так сказать, до ноября месяца, до конца года, когда важные, говорит, и выборы, важные такие, очень серьезные. Слушайте, ну то, что сегодня демонстрирует Зеленский, это вообще становится все понятно. Ну, во-первых, значит, внезапно, да, ну, он сегодня поговорил с Фицо, это мы отдельно разберем словацко-венгерский трек международных отношений. Я имею в виду, вообще, Зеленский четко показывает, кто он есть. Во-первых, он сегодня позвал бывшего при Порошенко министра иностранных дел Климкина и о чем-то с ним беседовал. Журналисты сделали вывод, что Климкину что-то будут предлагать. Но я хочу, чтобы отдельно наши зрители отдельно посмотрели на выражение лица этого этой мечты логопеда. Вот он, смотрите, он ждет. Он прям пышит вот этим, как барышня, которая собралась на свидание, и он прям уверен в себе. Слушайте, ну а Зеленский ему что-то рассказывает, что-то вот такое. Ух, в общем, потрясающе на самом деле. Просто потрясающий фотоснимок. И, собственно, да, вот этот Климкин у Зеленского, это прям, ну не знаю, это с точки зрения внутренней политики, это прям показатель, куда плывет Зеленский. Ну а сам он, конечно, вот на него как смотрит, так немножко свысока, с подбородком. Но ладно, Климкин, бог с ним, да, как говорится, с товарищем-то Климкиным. Он сегодня назначил Сунака своим советником. И так который просадил Microsoft, он же отличился. Microsoft с ним потеряла 360 миллиардов. Можно, да, сколько потеряет Украина с таким советником. Вы понимаете, какая засада? Причем интересный состав у него международных советников вырисовывается. Обратили внимание, значит, Международный консультативный совет. Входит немецкий Siemens, американский инвестиционный гигант BlackRock и другие. То есть какой-то совет его консультирует, понимаете, с такими глыбами консультаций. Это Independent пишет, ну и, конечно, Сунак. Это вот прям бриллиант в короне советников Зеленского. А что они могут насоветовать в сложившейся ситуации? Ничего, это чисто пиар-проект. BlackRock снова вернулась к инвестиционному плану, снова решила заводить в Украину миллиарды, нет, отказалась. Вот это правда жизни, что
даже для BlackRock Украина не выглядит привлекательным местом для инвестиций. Вот это, от этого надо отталкиваться. А то, что кто-то там сядет в качестве там, свадебного генерала в очередном совете, это ничего. А для Украины это альфа и омега, потому что с такой экономикой, ну, по-моему, все предопределено дальнейших вот событий. Когда имеем доходную часть бюджета в 43 миллиарда, долгов на 212, дефицит внешнеторгового баланса более 20 и будет прогнозировать там до 60, но это звездец. Ну, безусловно. Однако тут же возникает другой момент. Там Борис Джонсон приехал, к Гордону зашел, и какие-то странные у него формулировки. Говорит: Путин, ну ты же типа можешь, ты же сильный политик, у тебя же там все схвачено, ты же можешь выставить все, что хочешь за победу. В общем, давай, будь величайшим миротворцем на планете, завязывай. Как-то он по-другому говорил в 22 году, когда срывал Стамбул. Нет, ну, нельзя серьезно относиться к человеку, который подрабатывает в рекламных роликах, вот, и который просадил консервативную партию, которая сейчас даже не вторая, а третья ее уже партия реформа Джона Фарджа обогнала. Но, по-моему, как и Сунак, это откровенный политический узел. Так они сейчас все, ну, в части, они сейчас все вокруг Зеленского, они сейчас все в Украине, они сейчас все пытаются, скажем так, поучаствовать, да, такое ощущение, что все очень устремились и хотят впрыгнуть в этот уходящий поезд, а вокруг все более и более кровавые события. Например, сегодня, ну, жуть, конечно, ну, вот, на самом деле, ну, как, кому жуть, кому радость, там черти куда долетели эти фламинго, просто необыкновенно далекие были полеты, там куда вообще никогда не летало. Ну и туда, куда, конечно же, прилетало, это в Курск, да, был прилет сегодня фламинго, об этом сообщили. СТО, гаражи, да, вот это вот стоянка, много машин, и, в общем, туда вроде как фламинго прилетело. Хотя фламинго или не фламинго, не факт, потому что именно сегодня, скажем так, вот эта вот компания Firepoint опубликовала очень интересное видео с испытаниями новой ракеты. Значит, вот, пожалуйста, Firepoint, да, вот ракета у нее. Там 200 километров, 150 килограмм она может нести, ну прям потужно. С какой-то треноги запускается в поле, снимают ее с дрона. Мол, новая ракета, смотрите, а вы все переживаете, куда деньги делись. Означает ли это, что Британия, ну, все четко как бы рассказала Зеленскому, как будет дальше проходить война? Можно только догадываться, но относительно вот этих внешних очей, ну, фламинго, да, показывают кадры Курска, но, согласитесь, если анонсировали то, что боеголовка фламинго там под тонну весом, ну, там те разрушения на СТО, ну, там, да, погибли люди, но явно как-то там боеголовка, судя по всему, намного слабее, либо это не фламинго было. Вот. А рассказывать можно все что угодно. Пока, знаете, вот пошла, с одной стороны, понятно, ряд украинских экспертов говорит о том, что все это афера, там, розовый фламинго, дитя отката. Вот. Включилась и адвокация, да, в том числе, вроде как и далекие от банковой блогеры и, скажем, журналисты говорят: нет, вот стыдят, вот видите, в Воткинске, но пока это, скажем, нет, эффективность фламинго не подтвердят независимые эксперты. Вот, надо относиться к этому как к такому информационному батлу, пиар-противостоянию. Понятно, что и вот эта ракета, которую запустили. Знаете, про Сапсан мы слышали гром, потом нам рассказывали почти 20 лет. Выделялись бюджетные деньги, они благополучно тратились, но к началу войны Украина так и не получила нормальный оперативно-тактический ракетный комплекс, аналогичный Искандеру. А вот Искандеры к нам летят с печальной такой регулярностью. И продолжают. И для российской армии они как раз являются
наиболее эффективным средством поражения инфраструктуры, объектов в нашем тылу. Вот, а что у нас? Ну, пока вот больше разговоров. Больше разговоров и, да, использование дронов. Да, прилетают вот по заводу в Дорогобуже, там 7 человек погибло. Ну, судя по всему, там попали в емкость с аммиаком. И, ну, вы понимаете, что такое аммиак. Химическое отравление. Но, естественно, ударные возможности по дальности, по разрушительному эффекту они несопоставимы. Одно дело, прилетает беспилотник, который там полста килограмм боевая часть. Другое дело, когда прилетает ракета, у которой 400 кило боевая часть. В одном случае там недели-две и все восстановили, в другом случае надо расчищать площадку и строить все заново. Вот. Ну, вы понимаете, что наверняка ответ будет нешуточный за... Конечно, и судя по, вот, учитывая киношное прошлое многих, как говорится, причастных к принятию решений и их склонность к такой, к войне, в которой информационная составляющая шагает зачастую впереди военной необходимости и целесообразности, то вот как раз высока вероятность такой кровавой развязки, кровавой эскалации. Ну, сюжетная обычно. Интересно, что сегодня вот это все-таки американская контора, хоть, конечно, и грантоедская, и всем все известно про Институт изучения войны, они вышли с новостью. Покровск полностью захвачен. Представляете? Согласно данным аналитиков, их аналитиков, захват города произошел в течение нескольких недель последних, поскольку присутствие украинских войск в Покровске в последний раз как-то фиксировалось месяц назад, 28 января. На карте Deep State он почти весь обозначен под российским контролем, исключение там кусочек на северо-востоке, это типа серая зона. Также почти полностью, судя по Deep State и на карте Института изучения войны, Мирноград, то же самое. Причем в декабре прошлого года Россия сказала, что она взяла Покровск и Мирноград, переназвали Красноармейский Димитров, как бы и все. Более того, фронт движется в сторону Славянска, фронт идет в сторону Константиновка, уже фактически линия фронта, от нее ничего не осталось. Сегодня пришли кадры от 28-й бригады Вооруженных сил Украины, они показывают, как фосфором атакуют населенные пункты. Ничего живого. Вот это вот, собственно, то, что остается от тех или иных населенных пунктов на Донбассе. У меня простой вопрос, который, еще и там, КАП прилетел. У меня простой вопрос. Почему Зеленский за него так держится? Он в интервью сегодняшнее, там очередное, говорит, 200 тысяч человек, они не хотят быть россиянами. А вот мы не можем, это наша земля, что это мы должны уходить? Нет, мы никуда не пойдем. Торгуется, но торг уже затянулся. Безусловно, поскольку отдать территорию, это стопроцентно быть обвиненным в зраде, а Зеленскому нужна перемога. Сдавать власть он не готов. Но обстоятельства могут сложиться. Есть логика намерений, а есть сила обстоятельств. Сила обстоятельств может оказаться намного сильнее логики намерений. Да, в разговоре с Трампом наверняка он не перечил Дональду Фредовичу. Так всего полчаса. Но ведь понимаете, что учитывая там протокольные нюансы переводчиков, по сути, это был монолог Трампа. Но мне кажется, что говорил да, yes, но нет у вас методов на костью саприки, напомните, вместо встречи изменить нельзя. Вот. Я парень фартовый, я пропетляю. И, судя по всему, будет и дальше пытаться реализовать вот эту стратегию пересидеть Трампа, досидеть до выборов. А там, глядишь, у республиканцев случится разгром и сразу станет не до Украины. У Трампа будут куда более серьезные внутриполитические проблемы. Это еще и демократы затеют импичмент.
вот, начнут в это играть. Понятно, результативность нулевая этой затеи, но создать токсичную среду вокруг республиканцев, вокруг потенциальных преемников Трампа, того же Венса, Рубио или Кушнера, это как два пальца обосновать. Заглянул я здесь в чат нашей трансляции. Спасибо, друзья, что пишете, обсуждаете. Вот тут пишет Владислав, говорит, врут, это не фосфор, это цианид, он безвреден. Ну, мы видим, как безвредно, собственно, все так. Это удобрение, да, вот это светящееся, безвреден. Значит, ну и тут... Конфетти. Да, и тут, конечно, вот это вот там Валерия пишет, получается, что, да, получается, что о том, что врала российская пропаганда, оказывается правдой во многом, да, то есть, ну, вот так вот, ваше сообщение так пролистнул. Смотрите, в этом же противостоянии, которое логично будет в финале, Орешник против Фламинго, ну, слишком разные весовые категории. Да. И разное целевое назначение. Как бы там ни было, Фламинго – это решение оперативно-тактических задач, но говорить о том, что Фламинго является оружием стратегического сдерживания, ну, это не тот компот. А Орешник, как бы там ни было, это в принципе, по сути, ракета средней дальности, переделанная из рубеж комплекса. По сути, это межконтинентальная баллистическая ракета. Это совершенно другой класс и потенциал. Это носитель ядерного оружия, прежде всего. Другое дело, да, там, хотя вот по Днепру прилетела там кинетическая боеголовка, но, говорят, там земля ходила ходуном за 30 километров. То есть, поэтому это разные, согласен, но это абсолютно разные весовые категории. Ну и Фламинго, это, знаете, учитывая то, как распиарили, это такая попытка показать, что и у нас что-то получается, что что-то делаем. Но, к сожалению, потенциал ракетного производства, конструкторская мысль у нас благополучно профукан за вот эти годы. Никто ж не рассказывает, сколько на Южмаше осталось сотрудников. Там поговаривают, что уже к 2015 году из когда-то 50-тысячного коллектива оставалось в лучшем случае 9,5 тысяч. Со средним возрастом работающих деды, вот, мои ровесники, от 60 лет и старше. Андрей Владимирович, понятно, что мы тоже как бы пытаемся разобраться в хитросплетениях американской политики, но и, в общем-то, все же смотрят на США. Вот Зеленский сегодня смотрит на США. Видна эта стратегия, что давайте как спровоцируем Россию на какой-то большой ядерный удар, а потом тогда будет удар от наших западных партнеров. Ну вот обычная такая связка, очень простая, очень такая сюжетная. Партнеров каких? Ну, там имеется в виду партнеров, союзников, короче. Ну, то есть никто же не обещал ядерный ответ на ядерный удар. Да и вообще любой другой ответ никто не обещал. Я помню, при Байдене вот эти были раскладки, что мы там уничтожим все войска в Крыму, залпом, все полетит, вот это все будет бомбить. Но сейчас конъюнктура выглядит так, что никто вообще не дернется даже, глазом не поведет. Почему? Потому что Украина уже зарекомендовала себя как полигон, и тут и испытывают все на свете, видите, и разного рода, скажем так, ноу-хау, и не только. И получается тяжелейший, период, когда Зеленскому хотелось бы как-то расширить вот эту зону полигона и привлечь свежий взгляд, свежие силы. Геополитически все вообще вылетает в трубу. Сейчас все опять схватились за кресло и держат, в общем, ждут турбулентность в Иране. Там ряд посольств, давайте призвали граждан, Министерство иностранных дел, уматывайте, даже китайцы сказали, так, китайцы в Иране, давайте назад, домой. Понятно, тут Куба, тут Европа, тут вот это все политическое. Афганистаном. Так началось, понимаете, началось. Да. Трамп не успел проснуться, а уже надо 9-ю войну заканчивать, понимаете? Да. Сегодня, кстати, в Пакистане прилетело от афганцев по ядерному объекту.
Ну, там Не говорят, забываем, вроде как это сообщение, они не то имели в что виду. Ну, в общем, такой так или момент. не так, но Пакистан это ядерное государство. И обладающее седьмой по численности армией мира. По численности. И довольно, кстати, Пакистан в уникальной такой суперпозиции. С одной стороны, он союзник США, и все вообще еще в 80-е годы одним из первых получил F-16 на вооружение. И сейчас на вооружении пакистанских ВВС те версии F-16, о которых наши пилоты могут только мечтать, там Блок 52. И в то же время он давний, с 1972 года, военно-политический партнер Китая, с 70-х годов. Причем и покупают и китайское оружие, и совместно производят и авиационную технику. Вот Азербайджан закупил плот совместно пакистанского производства истребители у Пакистана. Поэтому Пакистан довольно сильное в военном отношении государство. И там полыхнуть может быть здорово, учитывая все-таки у талибов нет такого военного потенциала. У них нет ядерной бомбы, как у Индии, поэтому там вполне может разгореться такое, что Трамп со своим миротворчеством окажется, как говорится, как пожарник с огнетушителем, когда горит нефтебаза. То есть тут... Просто я, например, если честно, американцев по отношению к Украине вообще не понял. Понятно, у нас тут есть переговоры, у нас есть этот трек переговорный, там встретились в Женеве американцы с Дмитриевым, с украинцами встретились тоже в Женеве, и в Абу-Даби теперь будет следующий раунд, ну когда? Да вот на днях, на следующей неделе, а может чуть позже, ну дней 10, короче в начале марта, ничего не понятно. Телами обменялись вчера стандартное количество, там 1000 на 35, ну вот собственно и все результаты переговоров. Но как они говорят об этих переговорах? Вот давайте Рубио и Виткофа послушаем. Рубио оправдывает, ну, скажем, вот эти усилия и говорит, что Трамп даже цен на кон, вот все же что ставят на кон, да? Украина там жизни, инфраструктуру, а он репутацию, политическую репутацию. Я считаю, что разочарование президента носит обобщенный характер. Вы время от времени могли наблюдать это в его выражениях. Он просто не понимает, как две страны, находящиеся в такой жестокой, ужасной и кровавой войне, не могут договориться о том, как ее завершить. Он хочет, чтобы все это закончилось. И он вложил в этот процесс значительный политический капитал. Самый простой путь — продолжать действовать по прежним правилам. Но это лишь приводило к затяжному конфликту. Президент вложил огромное количество политического капитала. Стив много путешествовал. Я даже не знаю, сколько раз он лично объехал весь мир, пытаясь довести этот процесс до завершения. Поэтому многие люди вложили в это огромное количество энергии. И я думаю, нам удалось добиться прогресса в сужении круга спорных вопросов. Но, к сожалению, некоторые из них по-прежнему остаются очень и очень сложными. Очень сложные вопросы остаются, говорит Рубио, многие. В общем, но он разочарован, внес. И вы понимаете, кажется, сквозит из слов Рубио какой-то, ну что ли, там, безнадегой, безнадега.ру. Не находите? Есть такое ощущение, да вопрос только еще в другом. Тут не так давно подтягивали близкого к республиканцам политконсультанта Юрия Венетика, живущего в США. Он говорит о том, что могут и по-плохому. Понимаете, а по-плохому это как? Это, опять же, стоп на поставки оружия Украине, даже на продажу, это отказ от предоставления развединформации, это то, что на поверхности. И еще два возможных варианта действий для Соединенных Штатов Америки. Во-первых, это снять с паузы вот эти антикоррупционные, все, когда могут появиться там новые папочки, новые дела, и может мало не показаться. И третье, это поскольку наш себя показал в том, что он часть проблемы, и более того засветился активно вот в проекте антитрамп, у Соединенных Штатов очень богатый опыт действий в отношении таких фигур. Вроде бы и дружили, и, допустим, взять того же Мануэля Нориегу. Все устраивало, пока тот не заплыл за буйки. Он стал наркоторговцем, и закончил свои дни в американской тюрьме. Или Саддам Хусейн тоже. Никто не обращал внимания, что он курдов травит газами, убивает массово. Как только полез в Кувейт, пожалуйста, буря в пустыне.
Или президент Южного Вьетнама Ngo Dinh Diem. Ну, был абсолютно наш сукин сын. Исследовал и буддистов, буддийские монахи самосжигали в знак протеста. Никто, мировая общественность благополучно это пропускала. Вот. Коррупция, преследование оппозиции, все было. Но пока он не поссорился с послом Соединенных Штатов. И несмотря на то, что у него были нормальные отношения с Кеннеди, тем не менее, это хватило для того, чтобы военные устроили заговор. И его, как говорится, вместе с его братом, как говорится, обнулили. Ну, история знает массу примеров. Может пойти по второму, но может пойти и по третьему, а может и второй, и третий вариант. Да, друзья, мы Кажется. в прямом эфире по поводу режимов и американцев. Сейчас приходит, ну, выступает Трамп. Трамп проснулся. Значит, следующий раунд с Ираном переговоров на пятницу, говорит, ну, у них пятница, вы понимаете, то есть, да? Плюс еще, наверное, аж на следующей неделе. В общем, говорит, сделку хочет заключить с Ираном. Внимание, это надо, это вот прям... Дональд Трамп, возможно, нас ждет дружественный захват Кубы. А? А как? Это же... Специальная военная конференция. Это зеленые человечки, вежливые люди. Мы не оккупанты, мы освободители. Ну, где-то мы это уже слышим. Такая вот этот катер, там же сейчас открылись подробности, который пер на Кубу, там постреляли, погибли и пограничники, и вот эти экипаж этого катера под американским флагом. Навели резко и сказали, да нет, его украли. Угнали. Катер угнали и поперли на Кубу крошить, стреляться с пограничниками, представляете? Всякие нехорошие люди. Дружественный захват Кубы. Ну и еще одно свежее заявление Трампа. Он заявил, что хотел бы отмены санкций против России при договоренности по Украине. Ну, вот, собственно, лавчик просто открывается. Но я не раз говорил о том, что вот эти идеи Трампа о создании свободной экономической зоны, это не что иное, как ключик к демонтажу всей вот этой системы антироссийских санкций, но при этом с учетом гешефтов Трампа и его окружения. И, возможно, с легкой руки, говоря вот этим мирным договоренностям, Трамп садится на украинскую трубу, и российские углеводороды превращаются легким движением руки в американские. Вот, которые, естественно, не подлежат санкциям. И only бизнес. Что удивительно. А что касается Кубы, я уже говорил о том, что Кубе стоит напрячься. Вот за Кубу тревожно. Учитывая то, что для всех кубинских иммигрантов это, у них пунктик, поэтому относительно коммунистического режима. Ну, а Рубио, мы же знаем, откуда он родом, откуда, где вырос, поэтому... Судя по всему, с этой темы не решится вопрос с Ираном или закончится вопрос с Ираном, займутся Кубой. Да, конечно, дружественный захват Кубы это прекрасно. Ой. А насчет Ирана, ну, разные. Я бы 60% то, что все-таки обойдется, тем более учитывая то, что и Британия, и европейцы просят не спешить с военной операцией, договоритесь. Иран не хочет договариваться, демонстрирует тоже несгибаемость, отказывается от предложений по ядерной программе. Поэтому у Соединенных Штатов уже там половина потенциала ВВС Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. И учитывая то, что туда и самолеты-заправщики загнали, то есть 40% то, что таки ударят. Значит, ну, понимаете, я все равно, вот я просил бы вас расшифровать как политического эксперта, как политтехнолога, еще одного человека. Ну, кроме Рубио, Виткофа. Он включался к Пинчуку на ЕС, да, и вот что говорит. Я не понял ничего. Но не потому, что там, а потому, что вот так.
Мы видим себя посредниками. Мы не считаем себя главным героем этого конфликта. Так что мы ни разу не подходили к украинцам, к их руководству и не пытались навязать то, что мы есть. Какой-то взгляд, который, как мы ожидали, Украина будет придерживаться. Мы внимательно слушали руководство Украины, то, что они могут сделать, какие возможности есть, где существует политическое пространство для решения этой проблемы, как мы можем думать о территории или нет. Может быть, это просто то, чего никогда не случится, и это нормально. Давайте поймем, что мы будем подходить к решениям с другой точки зрения. Мгм. С другой точки зрения, с какой? То есть ему же, смотрите, он отбивается, Витков. Он отбивается, он говорит, да ну, слушайте, вот эти все люди, мы вообще не, нам все равно на этот Донбасс, мы посредники. А посредники ли они? И с какой Да. точки зрения предлагают посмотреть, чтобы санкции с России снять? И... Российские боты точно не согласятся. Ну, пишут, же, что Соединенные Штаты – это участник, сторона конфликта, но команда Трампа так не считает. То есть, ну, изначально же было заявлено, что была война Байдена, а если бы я был президентом, то этой войны бы не случилось. Но это позиция, которую разделяет и Трамп, и Витков. И да, действительно, Соединенные Штаты отошли от непосредственной поддержки. Да, вспомнят о том, что там пришло 12 миллиардов американских грантов за 2025 год. Но ведь все это то, что было одобрено при Байдене. Но это не в традициях американской политики. Сразу же сходу, как говорится, разворачивать на 180 градусов то, что сделал предшественник. Какие-то вещи, да, вот подобно тому, как Байден остановил этот трансамериканский нефтепровод, который шел от Канады к Мексиканскому заливу в первый же день. Вот это, ну и вот это, пожалуй, единственный такой кричащий прецедент. Но Украина получила то, что было одобрено при Байдене. Трамп не мешал. Но ничего нового при Трампе запущено не было. Как бы там ни было. И это действительно, да, это позиция. Но бедный Уитков, он же бизнесмен. В бизнесе, как бы там ни было, там 2 × 2 = 4. А в политике бывает и 3, и 5. Вы можете мне ответить на вопрос? Вот, что так ждет Зеленский демократов? Ну вот почему, То есть, ну вот опять-таки, мы как... Ну, это также уверенность в том, что придут демократы, вернутся к повестке Байдена. Послушайте, но мы с вами взрослые люди, да? Это наивное Мы убеждение. взрослые люди. Почему? Почему я так говорю? Потому что, окей, была Украина, вот так по состоянию там 4-летней давности, да? Там страна, где Зеленский обещал 1 миллиард деревьев каждому пенсионеру по смартфону, ездил на Тесле, ел шаурму вместе с Богданом, потом поменяли, потом вот это вот все. Вот была страна с Ахметовым, с Коломойским, с какими-то предприятиями. Сейчас вот сравнивают там, а сколько стали произведено, а сколько кукурузы собрали. Это же падение в разы просто. И тут вот возникает важный момент. Смотрите, вот ту Украину можно было вот так вот использовать и там вот это приезжать, как Блинкин, играть на гитаре в киевском пабе, Макдональдс отведывать киевский с кулебой. А эту Украину демократы, ну, то есть, понимаете, мы рискуем превратиться, ну, вообще в Сомали или в какой-то там, ну, уже и так близко к этим всем, вот эту Сирию, понимаете? К сожалению, вероятность такого сценария не нулевая. Вот это самое страшное. Вероятность руины, об этом и, по-моему, у вас и Щелин говорил, и, ну, я с ним согласен. Смотрите, тут же другой еще момент. Вернутся ли демократы к повестке Байдена? Стоит послушать, допустим, ту же звезду, восходящую звезду левого крыла Демпартии Александра Окасио-Кортеса или вот этого губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома. Ну, как-то Украина явно там, не входит в число их приоритетов. Поэтому возвращение дважды войти в одну и ту же реку точно не получится. И повестка Байдена, даже если победят демократы, точно не вернется. Судя по всему, у них, ну, мы же и год назад говорили о том, что борьба демократов и республиканцев принимает такой экзистенциальный характер. И вот пересидеть до осени, ну, это такой
Кость Бондаренко метко сравнил это как убеждение о том, что армия Венка спасет. Вот Берлин от наступающей Красной Армии, ну, знаете, это вера в чудо, вера вот в спасительную соломинку, которая там... Вот. И вера в то, что я парень фартовый. Вот Зеленский в этом свято убежден, в том, что вот главное дождаться, а там повезет. Но не повезет, к сожалению. К сожалению, не повезет для страны. Звук. Сегодня вышел Кривонос, глава НАБУ, и сказал следующее. Обратился к подрядчикам по делу Миндича. Говорит, ребята, Энергоатом, вот эти подрядчики, фирмы, которые там, ну, кто-то, правда, что-то делал, должен был отстегивать, кто-то фиктивно проходил, ну, типа, на него списывались деньги, шли. Там разные схемы, ну, то есть смысл схемы понятен, да, это, ну, воровали. И он говорит, товарищи, ребята, если вы меня слышите, если здесь еще есть кто-то живой, если не все свалили и хотят как-то обелиться, смотрите, вы приходите ко мне, мы вас оформляем сотрудничество со следствием и вас не трогаем, но вы сдаете вот эти схемы и сдаете вот этих товарищей. Ну, то есть они собирают доказательную базу. Вместе с этим я, если честно, немного не понял, а какого ляда появляется Миндич сам, лично, да еще и у Гончаренко с ним созваниваются, 11 минут с ним поговорили. Понятно, он рассказывает, я не я, корова не моя, я не виноват, все там это, но я приеду, все расскажу, но у меня, говорит, одно условие. Я приеду, если суд даст мне более-менее вменяемый залог, ну, потому что торчать в тюрьме такому человеку, вы что? Ну и вообще там, да, как бы вот Зеленский тоже ни при чем. Ну, он, конечно, ничего не знал. Андрей Владимирович. Ну, начался отмыв. Кого? Чего? Ну, вообще вот этого негатива от дела Мидаса, ведь так или иначе, если бы там оно набрало оборот, ну, оно бы притопило бы и брызги бы полетели и на Зеленского, вот этой грязи. Но, судя по всему, включились еще и пиарщики, и, судя по всему, начался такой отмыв. Вот, дескать, парашу нюхать не хочу, поэтому, да, давайте адекватный залог, а я готов вернуться. Ну, знаете, вот лучше не зарекаться. Это как-то... выходит, говорит, 2 стула, говорит, на одном пике точеные. Ох, приходите, подрядчики. Да, вот Галущенко по просьбе конторы определял Магомеда Расулова в камеру с неприятными соседями. Ну, теперь, как говорится, вот это амбре Лукьяновского СИЗО может кушать по полной программе. Хотя пишет, что, по-моему, Дубинский пишет, что у него более-менее нормальная камера. С лучшими санитарными условиями, чем попал этот детектив НАБУ. Поэтому тут лучше не зарекаться. Но, судя по всему, пошел отмыв и убеждены о том, что да, действительно, Трамп только угрожает, но ничем плохим это, дескать, они не пойдут, опасаясь, что здесь ситуация сорвется в штопор, что это может привести к потере внутренней турбулентности, к протестам и, соответственно, к каким-то фатальным последствиям для фронта и государства. Вот. Но всяко может быть. Я бы не был так железобетонно уверен. А что теряет Америка, если в Украине ситуация зайдет в штопор? Ну, во всяком случае, Америка, во-первых, у Трампа есть виды. Трамп убежден в том, что Байден сюда всадил такие колоссальные деньги, а деньги должны, ну, как бы, хотя бы частично должны быть отбиты. У него есть уже план. Во-вторых, это престиж, это репутационные потери. Ведь ну, Афганистан еще никто не забыл, Ирак еще никто не забыл. А это Украина превратится в куда более серьезное напоминание о том, что гегемон уже не тот, о том, что Акелов промахнулся и так далее. Это, естественно, Америке будет еще очень долго рекаться. Ну, не будет, конечно, в Соединенных Штатах никаких фатальных последствий, но в долгосрочной перспективе это все догонит. Когда Зеленский
критикует, ну как критикует, издевается, в общем, оскорбляет Орбана, когда мутится вот это, крутится вот эта вся история вокруг дружбы. Сейчас излюбленный прием Банкова и украинской политики вообще в целом это, это русские обстреляли, это все россияне, это вот они, а Орбан говорит, давайте мы комиссию пришлем, посмотрим, можете качать, не можете качать. Ну, то есть начинается все, скатывается в какой-то вот такой несуразницу какую-то. Может быть, столь изощренно Владимир Александрович работает на поднятие рейтинга Орбана, учитывая то, что венгров, ну, у венгров тоже довольно сильные патриотические, не сказать, националистические настроения. А вот с учетом того, что курс, я думаю, что венгры не спорят, потому что их занял откровенно антивенгерскую позицию. Вот это объективно работает против Петера Мадера, более умеренного, и это работает на Орбана. Правда, у нас уже убеждают о том, что Мадер впереди, но я думаю, что это скорее, знаете, тоже такой информационный вброс, а скорее даже если победит Орбан, это все может закончиться Майданом в Будапеште. И там поговаривают, что, как говорится, наши соотечественники работают, помогают Мадеру. Ну, вы видели этого Мадера? Ну, Ну, тоже, ну, елки-палки. А вот этот компромат постельными сценами его, которая... Это же, это обнять и плакать, понимаете? Ну какой Мадер? не, ну, тем не менее, качают, чтобы там, даже если будут натягивать, скажем, если дойдет до Майдана, явно будет симпатии Брюсселя будут на стороне Мадера, не Орбана, который является нарушителем, возмутителем спокойствия в брюссельских коридорах Брюсселя, и явно его курс вот такого экономического прагматизма, когда с одной стороны берет деньги у Брюсселя, с другой стороны российские углеводороды с дисконтом и еще и китайские инвестиции в венгерскую экономику. Это Брюсселю явно не нравится, такой экономический прагматизм. Явно симпатии на стороне Мадера. Хотя, да, ну, тут он и партия ТИСа, это такой гомункулус, такой лепит оппозицию. Вот, и как бы там ни было, но другой момент, то, что может сыграть против Орбана, да, он слишком долго вот, по европейским меркам сидит у руля в Венгрии и довольно, учитывая то, что он контролирует медийное поле, но это может сыграть против него. Но мне кажется, что эти выборы закончатся в судах. Мгм. Не Вот на именно. Майдане, а в судах? Ну, в итоге, скажем так, по Майдане ты... Слушайте, тут такие страшные вещи начали Ты же рассказывать не- на фоне вот этого вовлечения Украины в предвыборную кампанию в Венгрии. Новое время, это не только там студии, короче, подкасты, вот эти все из журнал, в общем, это еще и радио. И вот на радио новое время включается известный человек-пингвин, человек-откат на еде, дикий военный эксперт. И он с позиции военного эксперта коментирует ситуацію з Венгрією. Это увлекательно просто. Побачимо. Ну, я нагадаю, що угорська армія один раз розгорталась вже на нашому кордоні. Це було, власне, перед 24 і 24 лютого Дикий експерт по 22-го. пінгвінам. Вони тоді стояли прямо всі вздовж кордона з підготовленими понтонними мостами для форсування тиси. І всі ці розповіді Орбана, що вони тоді розгортали саме наступальні підрозділи з понтонними мостами, щоб готуватись приймати великий потік біженців. Ну, це навіть не смішно, це не витримує ніякої критики. Там стояла армія, явно приготована саме до наступу. Явно Орбан тоді збирався окуповувати наше Закарпаття, і ну далі ми вже можемо тільки припускати, що швидше за все сигналом для цього мало стати падіння Києва. От якби росіяни тоді взяли Київ, то Орбан швидше за все ще й під дуже шляхетним приводом захисту від росіян мав би окупувати Закарпаття, яке... То есть, вообще реакция бесценна вот этого человека, который, ну, ведущий подкаста, радиоведущий этой, она немножко как бы в шоке. Смотрите, значит, Дикий нам рассказывает. Значит, они выставили армию и понтонные мосты. Если бы Киев пал,
если бы Киев пал, то тогда бы венгерская армия зашла бы и забрала Закарпатье. Вы представляете? Дикий хотя бы, ну, матчасти, значит, что из себя представляет венгерская армия? 5-6 бригад, это же даже не армия там Хартийской Венгрии, там, 80 лет тому назад, которая более-менее была полноценным. Ну и, во-вторых, он же забывает, этот эксперт по пингвинам забывает о том, что Венгрия член НАТО. Как говорится, без спросу, ну, какие мосты, какие понтонные переправы. Ну, понятно, другое. э, Аплодировали бы в Москве наверняка по такому ходу, но это, знаете, это из сферы вот, фантазии эксперта, то есть не имеющего никакого отношения к реальной действительности. Не могла Венгрия, вот с учетом ее нынешнего состояния ее вооруженных сил, плюс государства-член НАТО, Европейского Союза, делать что-то подобное в одностороннем порядке. Знаете, тут... Тут чем забористее, знаете, чем забористее трэш, тем, ну, важно же хайпануть. Вот, иначе, если бы, как говорится, втекли, ну, у нас и так половина Киева оказалась в Ужгородской и в Мукачевской теробороне. Чиновников, я имею в виду, прежде всего. Потом уже, когда ушли из-под Киева, русские потом, они уже потихонечку там, к концу мая начали возвращаться. А так, вот в числе первых, 22-го, 23-го здесь Житомирская трасса стояла бы забитой в 4 ряда. И по встречке текали. Потому что по номерам машин было видно, что где там простые смертные, а где паны и подпанки. Сейчас, конечно, сложно это все представить, но кажется, что вот эта фраза «встречали бы с цветами», но она как раз-таки к Закарпатью подходила бы. Ну, не, ну Закарпатье там, во-первых, это лоскутное одеяло. Вот и какие районы? Вот Береговский район, да, там много венгров, там и по названиям, допустим, там возле Берега Янош, это венгерское. Виноградов под Виноградов, ну там уже и, как говорится, и венгры, и цыгане, ну, допустим, возьмем Хуст, там совсем другой национальный состав. Поэтому тут два района, немножко там, по сути, Виноградовский и Береговский, тогда там, где компактно проживают венгры. Есть еще в Смотрите, Мукачевском, понятно, но... что есть международные, скажем так, ну, обязы, и тут же вопрос-то стоит не в том, что Украина там не дает нефти Венгрии там, или Словакии, а в том, что они же члены Евросоюза, и вот тут конфликт на самом деле глубже. Однако и эти же мотивы как бы сдерживают их. Но вот если так вот разложить, то мне, кстати, многие из зрителей в аудитории спрашивают, говорят, а может вот правда как-то сейчас, например, соберут людей из бывших военных, демобилизованных, комиссованных, демобилизованных, соберут там какие-то группы, и они будут защищать населенные пункты, большие, ну, маленькие, потом большие, от ТЦК, например. И на Закарпатье же был ад с ТЦК. Потом немножко поутихло, ну, видимо, поотлавливали всех. Но вот под эгидой защиты от произвола и беспредела, да, я думаю, что, тем более это же западная страна, так сказать, помочь решила. Считайте, что это контингент ввели. Правда, флаг поставили свой на ратуше. Нет, ну дело в том, что вот в Берегово еще правда, до войны, там даже надпись на районном отделе СБУ была, дублировалась на украинском и на венгерском языке, а университет, венгерский университет, прямо напротив, там просто там, только на венгерском. В многих магазинах там время по Будапешту. Вот. И магазинчики, как и в Венгрии, АБЦ,
Вот, об Украине напоминало только то, что ну, попадаются машины с украинскими номерами, а тогда вот, ну, по-моему, в 2021 году там каждая вторая машина с венгерскими номерами. И да, очень многие закарпатцы вот в этих Береговском, Виноградовском районе жили с двумя паспортами на две страны. Это факт. Но до 2014 года ну, было такое, с одной стороны, закрывали глаза на фактическую культурную автономию венгров в Закарпатье. Ну, а потом все это, особенно с новациями в законе об образовании, все это начало рассыпаться. Ну и дошло до нынешнего состояния. Но если мы говорим, опять же, будем объективны, ведь, да, мы, собственно, что с нефтепроводом? Ведь мы получаем еще и дизель из Венгрии и из Словакии. Ладно, там это 10% от объемов потребляемого Украиной дизеля. Это можно перекрыть, безусловно, поставками из Румынии. Но до 40% импорта электроэнергии – это Венгрия. И примерно такого же объема Словакия. И вот, ладно, Орбан четко сказал о том, что электроэнергию прекращать импортировать в Украину мы не будем, экспортировать в Украину мы не будем, чтобы не ухудшать положение наших проживающих в Закарпатье венгров. А вот словацкий импорт для нас критичен, поскольку вот в моменты, когда у нас энергосистема висит на соплях, то если Словакия не подставит плечо с экспортом электроэнергии, ну, будет, скажем так, не... Мгм. Значит, Совсем- Фица поделился итогами сегодняшнего разговора. Говорит, пишет у себя, что я сообщил Зеленскому, что его решение остановить транзит создает для нас логистические трудности, экономический ущерб наносит. Разговор подтвердил, что у нас разное мнение о состоянии трубопровода, в то время как наша разведывательная информация подтверждает, что дружба не повреждена и ничто не препятствует транзиту нефти. Зеленский настаивал на том, что ремонт трубопровода займет много времени. Я напомнил, пишет Фицо, президенту Украины, что украинская сторона до сих пор не позволила нашему послу в Киеве провести подобную инспекцию, и что такой возможности не было предоставлено даже послу Европейского Союза в Украине. Но это Катарина, это она другим занята, там интервью Ну, даже раздает. что госпожа Урсула фон дер Ляйен просила решить вопрос, Да, выступая в Киеве. да. Значит, Зеленский отвергает эту деятельность. Из разговора с Зеленским у меня сложилось впечатление четкое, что украинская сторона не заинтересована в возобновлении транзита нефти через территорию Украины. Хорошо, что дальше? Что дальше? Ну, очевидно, вот неделя пройдет, будет очередная серия ударов, если, не дай бог, снова массированно по энергетике. Вот, Словакия просто не включит рубильник, когда возникнет необходимость, потребность в импорте электроэнергии из Словакии. Ну и будем, соответственно, без лампочки сидеть, возможно, уже не часы, а дни без электричества. Причем те, кто считает, что с наступлением тепла там как-то ситуация облегчится, это наивно, поскольку когда тепло, потребность в электроэнергии, учитывая то, что холодильники, кондиционеры, это все растет по экспоненте. Поэтому мне просто интересно другое. Кто так походатайствовал о перекрытии дружбы, ну, кто там, кто-то из внешних акторов или в команде, что явно, понятно, раздражение и недовольство у Фица там абсолютно нескрываемый, совершенно очевиден результат разговора. Не договорились и точка, и значит, нефть по дружбе пойдет еще не скоро. То есть, соответственно... Ну... Да, значит, интересно другое, что завтра, ну, послезавтра уже все, весна, Андрей Владимирович, послезавтра уже. Там журавли прилетят, все хорошо будет, то есть тепло, у всех будет все прекрасно. И очень интересно, опубликовали сегодня информацию, а что нас с послезавтрашнего дня ждет. Очень простой набор фактов. Это, кстати, ТСН публикуют, не можем не доверять такому уважаемому источнику, как ТСН. Значит, с 1 марта
будет ужесточение ограничений для уклонистов. Их фактически приравнивают к должникам по алиментам. Цель, чтобы не было бусификации. Вот так вот. Значит, рассматривают налог на OLX. Военный сбор 5% могут оставить навсегда. Навсегда. Да. Значит, пенсии и страховые выплаты проиндексируют на 12%. Выплаты семьям погибших 15 миллионов гривен. 2 марта 2026 года полностью изымаются наличный оборот банкнот 1, 2, 5, 10 гривен 3-7 годов. Ну, имеется в виду бумажные. Да. И прогнозируют рост цен на бензин, дизтопливо, потому что новая крупная война на Ближнем Востоке. Это вам не хухры-мухры. Вот Ну такие да, прогнозы. Ну, уже прогнозирует, что бензин будет почти как по европейским ценам, гривен 70 за литр. Это да, уже в ближайшей перспективе. Ну и, соответственно, электроэнергия минимально, это очень хорошо будет, если ограничиться 5 с хвостиками гривнами, а то может, учитывая, как скакануло для промышленности, и до десятки. Газ подорожает, отопление, это же все требования МВФ. Причем требования МВФ, учитывая то, что Кристина Георгиева, которая советовала украинцам рычать как львы, но Болгария уже ее, соотечественники ее там дорычались до дна. А украинцам, МВФ платить по полной, невзирая на войну. Украина платит не только проценты, но и тело выплачивает кредита. Причем процент МВФ поднял, несмотря на войну. А без вот этих 8 миллиардов МВФ, которые полностью уйдет на погашение предыдущих долгов МВФ, другие же давать не будут. А без других, мы никак, учитывая колоссальный дефицит бюджета, не покрытый. И ведь с 90 вот этот кредит со стороны Европейского Союза на 90 миллиардов евро мы же так еще и не получили, пока же Орбан упирается. Вот это, кстати, еще там, кто кому Рабинович. Да, не качаем нефть по дружбе. Орбан, соответственно, вот вам позиция по вступлению в Евросоюз, вот вам 90 позиция. миллиардов, да. Да, по 90 миллиардов, так, Андрей Владимирович, знаете, очень интересные вещи происходят, и такое ощущение, кажется, складывается. Даже вот этот вот блок, да, 90 миллиардов, и вот это доведение до Цугундера ситуации в экономике, даже вот эти ракеты «Фламинго», которые он запустил, все равно все идет к какому-то концу, причем, судя по всему, как Трамп сказал, в марте месяце. Да. Объясняю почему. Вообще доносятся разные сигналы этому. У нас есть такой депутат Костенко. Да? Вот он виступає во Львові, на Великому Львові. Вони починають обмежувати свої соціальні мережі, вже говорять про закриття того самого Телеграму, ми можемо зробити висновки це перед якимись діями. Вони дуже бояться мобілізації, дуже бояться, що це може там якось розповсюджуватися, можливо, збираються обмежувати якось права. Коли ти не даєш людям, обираєш комунікацію і не показуєш, що відбувається навколо тебе, щоб ти жив в якійсь своїй бульбашці, вони це роблять або щоб в перспективі мати можливість провести мобілізацію в першу чергу, або щоб її провести. Знову ж таки, зараз ми теоретизуємо, але ми точно цього не знімаємо з порядку денного і розуміємо, що Росія, вона зараз знаходиться в проблемі щодо залучення особового складу, а тим більше, що ми зараз кожним місяцем намагаємося знищувати більше і більше, і по їх, я думаю, вони також... В общем, понятно. Что он там наговорил, потому что... Смотрите, все понятно. То есть, в общем, у россиян не хватает людей, мы уничтожаем каждый раз больше и больше, а ограничение Телеграма это как предвестник мобилизации в России. Вот так. Да, вот так вот. Он это все выкручивает в потужном стиле, хотя если посмотреть на это объективно, постараться разложить, то выходит совершенно другая история. Нет, ограничение Telegram — это большая тема. Она объединила и украинцев, и россиян в том плане, что, давайте честно, то есть теракты
Ну, были до этого теракты, предатели какие-то, заказчики, там какие-то контакты. Были и до этого. Уже 4 года война, проснитесь. А вот именно сейчас это делается. Но есть диаметрально противоположная версия, что это не к тотальной мобилизации в России, к войне большой, что сейчас они как навалятся и, в общем, Украину и победят, и заберут, и разобьют, и Зеленский убежит, и, в общем, будет... И Орбан, заходи на Закарпатье. Нет. Это как раз-таки к завершению войны. Теория очень банальная. Вот сегодня там руководителя, есть такой канал, телеграм-канал, сколько там у него миллионов? Вот, Рядовка, да? Ридовка. Приняли. Арестовали в кутузку, в СИЗО, то есть без всякого. Он же там награжден каким-то тоже орденом. Ну, как бы. В чем смысл? Когда цель быстро, ну, или достаточно быстро закончить войну, понятно, будут недовольны. Понятно, будут Конечно. огромные ресурсы, которые вот, они же как там, сборы тоже проводят по-своему, да, вот они же там мобилизуют население, говорят, вот... Телеграм-каналы, говоря фраза дедушки Ленина, это коллективный пропагандист и организатор. Вот, и его надо скрутить шею. Ну, И вот, в принципе, они этим занимаются. И не перед тем, чтобы взять и, так сказать, пойти войной, войну объявить, мобилизацию объявить, а с тем, что все заканчивается. И особо бухтеть будет негде. И вот эти товарищи останутся обезглавленными информационно. Конечно. Костенко прав или авторы вот этой версии? Пригожинский, кто там зраду разгонял? Телеграм-канал, естественно. Но вопрос же еще и в другом, том, что у нас же, поливая все, что связано с Россией, как говорится, не жалея дерьма, у нас, тем не менее, косплеят, в том числе и в отношении Телеграм. То есть активно ж, там, по-моему, этот козявкоед Юрчишин теперь снова вернулся к этой теме о том, что надо украинский мессенджер на основе DI, но чисто косплей вот истории с Максом. Вопрос в другом, в том, что не будет Макс, он сделан предельно топорно, причем многое просто скоммуниздил у Телеграма, те же эмодзи, и пока это еще очень такое сырое изделие. Собственно, есть VPN, есть в конце концов Simplex мессенджер и тот же Сигнал. Да, он вроде бы в России забанен, но святое место пусто не бывает. В конце концов, VPN. Но вопрос в другом, в том, что нет такой критического дефицита личного состава у россиян. Ну, мы всячески разгоняем, что есть. Не, это же наши, знаете... Доморощенные наши пропагандисты, они вот это вот, понимаете, разгоняют. А сам Зеленский в интервью говорит, мы так бы хотели такую мобилизацию, как в России, но Европа денег не дает. Да, но потом, спустя время откроется, на что Европа деньги давала и на что они пошли, вот это будет, конечно. Да, это будет номер. Разведпризнаки, что у нас тоже, собственно, готовятся к окончанию войны, это сегодняшнее мероприятие. Значит, в Киеве презентовали телеканал Newsmax Украина. Среди гостей Кирилл Буданов и Юлия Тимошенко. Детектор медиа, вот это вот замечательное... мне можно, они там неоднократно мне тоже гадили. Вот эта замечательная помойка Грантоедская публикует целый репортаж оттуда. Вот что пишут. Сегодня, 27 числа в Киеве, состоялась презентация телеканалу Newsmax Украина. Значит, был Буданов, была Тимошенко. Значит, Буданов рассказал, что воспринимает появление украинской редакции американского канала как сигнал, что США понимают, что в Украине формируется будущее. По мнению руководителя ОП, это сильный сигнал. Тимошенко, в свою очередь, высказала надежды, что Newsmax укрепит
свободу слова в Украине. Представляете? Укрепит. Вот Буданов серьезный, речь толкает, как бы выглядит. Тимошенко, кстати, ради свободы слова, ну, надела костюм женщины. Локоны, красная помада, вот это вот все. Немыря прям... это Немыря, это ведущая, был такой... ну, как был, он и есть, но там поменял собственника, Укрлайв, старый YouTube-канал украинской политики, где там интервью, студия, в общем. Потом, в общем, Немырию обидели оттуда, поперли, забрали доступ, и вот она как бы... Кто такая Немыря? Она супруга Григория Немыри, депутата от Батькивщины, поэтому как на праздник, как на выпускной нарядилась Юлия Владимировна. Ну и сама, собственно, Немыря, в общем, рассказала, что в Newsmax Украина будет 40 человек, редакция, ну вот пока будут там новости, аналитика, все такое, и всех порадовало, что какое-то новое техническое решение будет, какого в Украине еще не было. Ну, какая-то, не знаю, то ли студия, то ли еще что-то. Особенно ярко воспринимается новость о новом техническом решении, когда выходила Немыря перед уважаемыми гостями выступать с планшеткой бумажной и переворачивала листочки, мятая, видимо, нервничала, мяла, скажем так, вот их вот туда, да, наружу. Вот такое событие, представляете? А вы говорите, Украина, нет свободы слова, каналы открываются. Немыря ТВ, да. Ну, Людмила, она олдскульная журналистка, старой школы, хорошая журналистка, но, правда, обиделась на то, что остался на том Укрвафе, но там на это есть личные причины. А вопрос в другом. Кто платить за банкет будет? Ведь одно дело презентовать канал, заявить, другое дело то, что это довольно дорогая олигархическая игрушка. Вот помню, вы же работали на новостных каналах. Ну, примерно ежемесячно это пол-лимона, в мирное время было пол-лимона долларов кэша, ежемесячно. Вот. Ну, дорогое удовольствие. И даже материальные возможности отца-содержателя – это еще не гарантия о том, что проект станет на крыло. Смотрите, вот та же «Мы Украина», вроде бы и техническую базу отжали у нашего, вроде бы и потенциальные инвесторы, далеко не самые бедные люди, а канал так и не встал на крыло. То есть не взлетел. Увы, но такое время. Поэтому еще не факт. Посмотрим, давайте посмотрим через год, что из этого канала получится. Но в любом случае, то, что республиканцы наконец озаботились созданием, собственно, информационной инфраструктуры в Украине, но это только заслуживает похвал, поскольку здесь до сих пор боговала только клиентела Сороса, демпартий, то есть те, которых взрастили на деньги USAID. Но тут будет очень серьезный конфликт интересов, потому что Newsmax, он такой, ну, очень заангажированный ресурс, американский. В Европе, опять вы говорите, ну, кто будет банковать? Есть предприниматель с литовской фамилией, сейчас вылетел из головы, у него сеть, он, короче, фармацевт, сеть аптек в Киеве, значит... Тогда пол-лимона кэшем это не вопрос. У него 85%, у Немыри 15%. Но Немыри, она как директор, творческий, лицо, короче, этого канала, и держатель 15% вот этого пула Newsmax Украина, понимаете? Newsmax Украина. И, понимаете, ну как бы... А вот сам Newsmax большой, там и шейхи арабские, всякие мутные... Короче, такие сплошные виткофы. То есть там вот со всего мира. И они как бы очень сильно гнут и очень сильно любят Трампа. В существующем порядке вещей любить Трампа ну, не получится. Ну, поэтому, скорее всего, этот год ближайший... Этот год ближайший будут снимать какие-то репортажи в Америку, в Европу, в европейский филиал, делать что-то свое, пытаться по чуть-чуть, особо никого не кусая. Будет такой маленький корпункт. Да? Может быть, смена власти какая-то придет. Но Буданов там, Тимошенко там... какие представительства. Там еще, кстати, Корниенко был и Геращенко. Тоже. Геращенко, кстати, сегодня сфотографировалась, я хотел всем показать. Помните, мы с вами обсуждали неоднократно ведущего ICTV «Свободы слова» Карпьяк. Он вел еще
ну, Вроде бы подписался. И он пошел, говорит, я в десантуру пошел. Учебку закончил, пошел в десантуру. Ну, все понятно, в какую десантуру пошел. Геращенко слила, как стеклотару, просто сдала его, как стеклотару. Значит, бывший ведущий Карпяк сейчас спикер десантно-штурмовых войск. И он встретился с нами впервые в новом статусе. Его там напали на него, давай обнимать. Там Соня Кошкина, Геращенко. Ой, какой классный спикер. Короче, в окоп не пошел. Ну, так естественно. У нас же полно бойцов культурного, исторического фронта. Ну, носят пиксель, бьют себя в грудь, что служат, но на самом деле, как говорится, им дрон на голову им не прилетит. Это точно. Поэтому, ну, служба службе рознь. Есть тыловые крысы, а есть фронтовики, реальные фронтовики. Даже по цвету лица и цвету рук, можно сказать, где человек проводил время. Службу. Да, друзья, Но будем скоро переходить к в вашим... учебке, буду объективно, в учебке Карпяк реально покупал. Значит, будем переходить скоро к вашим вопросам, но вот так затронули вот этот фронт там исторический. Мало кто помнит этого человека. Нет, но у нее очень много через эту женщину, талантливейшего экскурсовода города Киева, прошло людей. Причем и из Украины, и из ближнего, дальнего зарубежья. Это Оксана Денисова. Да, Оксана Денисова. Она сегодня, собственно, опубликовала вот такой душераздирающий пост. Значит, пишет вот что. Много лет я, как экскурсовод, работала с компанией «Интересный Киев». Сегодня я получила от них информацию, что они разрывают со мной сотрудничество. Причина – я продолжаю на экскурсиях рассказывать о Булгакове, продвигать имперские нарративы. Не знаю, что они имели в виду, правда. А они, как компания, не могут сотрудничать с таким экскурсоводом и рисковать брендом. Честно говоря, это не первый, и, я думаю, не последний случай в моей жизни, когда кому-то не нравятся убеждения, но я не готова их менять в угоду моде, общественному мнению, чьей-то глупости. Поэтому буду проводить экскурсии сама. Мне это очень нравится. Водить буду уже как экскурсовод, просто Оксана Денисова, а не какой-то цікавый, цікавый это интересный, цікавый Киев. Вот давайте, ЦК Киев отменяет Оксану Денисову, культура отмены, так называемая. Ну, а давайте мы отменим ЦК Киев. Во всяком случае, никому из знакомых, которые интересуются интересными местами Киева, эту компанию рекомендовать точно не буду. Тем более, что сейчас вообще время такое, только вообще не до экскурсии, Да, понимаете? у нас же все же отменяют. Ну, не в ту церковь ходишь, не на том языке говоришь. Вот. Ну, зато стоит, как говорится, попиариться на патриотической теме, как тут же тебя там возносят. Ну, я про известного шлемоносца. Еще и денег заработаешь от наших олигархического кооператива. Скирдовали. Причем так топорно попиарились вот этим, ну, а-ля вот просто как карикатурно с этим гигантским чеком. Ну, какая бескусица, по-моему, это Монобанк там. Ну да, главное, чтобы чек был побольше. Размером имеется в виду, да? По-моему, эффект получился обратный. Особенно, ну, кто ему вложил вот эту идею там наехать на Бубку, ну, то ты, а то Бубка. Так подождите, а чем Бубка не угодил? Ну, не той ориентации, недостаточно патриотичный. Да и Донецкий, в конце концов. Луганский. Сепаратюга. Тепа. В У него Камбоджи. 36 рекордного и победитель Олимпийских игр. Как бы там ни было, это мировая величина. А кто ты? Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Всем большое спасибо, что проголосовали. Значит, вот как у нас выглядят итоги. Согласны ли вы с мэром Садовым, что, в общем, больше половины потерь – это некомпетентность Зеленского? Однозначно,
рыба гниет с головы, побеждает этот вариант. 3% у Зеленский не виноват, 16% виноват не только Зеленский. О, учуял выборы дольщик крематория, ну это садовой дольщик крематория, это 29%, ну и больше половины, 52% рыба гниет с головы. Был бы другой верховный-то главнокомандующий, то все бы и было по-другому. Исходит проистекает из опроса. Знаете, вот, ну, честно говоря, вот тут же тоже немецкие генералы все валили на Гитлера. Дескать, он украл утерянные победы Манштейна. Ну, безумный этот фюрер, ефрейтор и так далее. Но если так разобраться в истории, как раз именно приказ Гитлера, запретивший отступать под Москвой, спас группу армий «Центр» от повторения судьбы армии Наполеона холодной зимой 1941 года. С другой стороны, и у Сталина были тоже откровенные факапы там, во время войны. Но, тем не менее, общий итог, чем все закончилось, мы хорошо знаем, в каком городе закончилась Великая Отечественная война. Но тут дело не только в Зеленском, дело в системе. Система, ну, как бы там ни было. Владимир Александрович обещал у нас что-то поменять, изменить, поставить с головы на ноги. Но на самом деле он только усугубил ситуацию. И да, и вот в этом его вина. Потому что он систему не победил, он ее возглавил. Со всеми ее изъянами и язвами. Соответственно, ну а платит кровью кто? Платит кровью простые украинцы Петро и там Иван, Микола, которых отправляют в окопы, вот, и которых используют как расходный материал. Значит, переходим к вашим вопросам, уважаемые зрители. Спасибо всем большое, что оставляете эти вопросы. Поехали. Начнем с человека, пожелавшего остаться неизвестным, который по QR-коду, да, вот на экран выводил свои вопросы. Вот такие у него вопросы. Значит, можно ли сказать, что для завершения трындеца всем 4 сторонам надо просто перестать выеживаться? Мира и добра всем желает. И еще вопрос. На все эти деньги, потраченные Россией на войну, нельзя ли было бы Украину купить? Одних замороженных активов хватило бы на единовременную выплату каждому украинцу по $10 000. Плюсую, учитывая откровенно компрадорский характер нашей политической и бизнес-элиты, да, действительно можно с потрохами. Вот. А что касается не выеживаться, тоже абсолютно согласен, поддерживаю. Ну, здесь абсолютно согласен с Будановым, который призвал там не бить под центром решений, имея там в виду, помню, там, что там на Валдай летело. Но у нас же центр, во всяком случае, за эту войну ни Рублевка, ни Конча-Заспа не пострадали. Там реальные центры принятия решений. Вот. Отнюдь не Банкового, ни Грушевского. Поэтому надеюсь, что не будет откровенно провокативных действий, которые плеснут бензина в огонь войны. Так, значит, продолжаем ваши вопросы. Вот из сообщества YouTube они, потом перейдем к чату трансляции. Существует ли у тех, кто проживает сейчас в Украине, инстинкт самосохранения? И как он выражается, спрашивает Натали. Знаете, инстинкт самосохранения – это одна страна закрыта, по большому счету. Но у одних нет возможности, допустим, у мужчин там 25-60 лет, они по известным причинам не могут выехать, у них нет материальных возможностей. Ну, даже просто поехать просить временной защиты. Во-вторых, от простых украинцев мало что зависит. Инстинкт самосохранения, да, он, знаете, к любой ненормальности привыкаешь. В том числе и если в 22 году при звуках сирены украинцы массово бежали, искали убежище, то сейчас люди даже шахедов остаются в своих домах. Ну,
ненормальных И условиях. Зеленский Поэтому вот тоже примазался. Говорит, я сейчас в бункер не спускаюсь. Говорит, сейчас да, нет, все. естественно, вот, в такой обстановке инстинкт он притупляется. Но Охрана ругает его, говорит. Ой, ой, ругается охрана. ой, вей, но богатые тоже плачут. Да. Знаете, но кардинально решить эту проблему простые украинцы, понятно, по известным причинам не могут. Значит, вот такой вопрос от Андрея. Значит, теперь уже всем понятно, что война будет. Пока Зеленский у власти. Сил или фигур на смену нет. Это и есть модель послушного вассала. Когда даже внутри уже нет лидеров. Знаки вопроса. Благодарю и всем добра. Знаете, но да, есть такое ощущение, что потенциальные, я имею в виду не конкуренты по борьбе за власть, а оппозиция загнана за плинтусы, да. Но, опять же, есть, я уже говорил, про силу обстоятельств. Все в какой-то момент может довольно неожиданным образом повернуться. Плюс, Как это уже смотрите, очень же важно, очень важно. Майдан, да? Сейчас вспоминаешь вот эти там кадры, новостные репортажи, там мне просто подборка попалась недавно, я даже там одним видео в телеграм-канале поделился, как вот был запрет на ношение масок, шлемов, регионалы, да, проголосовали, а они все вышли в кастрюлях, типа. да. И ТСН, которая вражала, публиковала об этом сюжет. И там как к Руслане включались какие-то полупьяные, какие-то непонятные, абсолютные какие-то, вот правда, как будто только что с полонины, понимаете, слезли с гор, абсолютно неотесанные какие-то, рассказывали, как их били. Ну, в общем, как это... Вот сейчас это выглядит абсолютно какой-то, ну... Кому принадлежал на тот момент телеканал Интер, который, как говорится, пустил искру, да, из которой разгорелось пламя, что побыл студентов. Там, кстати, та же Ира Геращенко была на эфире. Да. Тогда. А чей это телеканал? Ну, наш в числе самовладельцев кризисмейкер номер 1 украинской политики Сергей Левочкин. Это, конечно, было что-то, понимаете? И так вот, я к чему это вспомнил? К тому, что Яценюк, да даже Кличко этот, понимаете, боксер, да даже вот эти Порошенко, да, вот Порошенко вообще там не пойми кто, вот эти все Турчиновы, они резко в одночасье взлетели на Олимп, хотя они... Ну, там, ну, елки-палки, ну, вы же видели, как там потом Порубий вот этот стал спикером. Было, то есть, победил не Майдан, а сцена Майдана. Кто Майдан был никем, тот станет всем. Да. И сейчас Да. просто, я еще раз, к чему привожу пример? Сейчас, может быть, вот так вот просто из ниоткуда люди, которых вот так вот смотрите, какой-то проходной политик, какой-то депутатик, а это там прошлый созыв, а это позапрошлый созыв. А потом раз... И они будут санкции отменять, новые накладывать, законы генерировать. Александр, а к чему я вспомнил главного кризисмейкера украинской политики? К тому, что любая власть, она рассыпается изнутри. И дальше ее уже, ну, в зависимости от того, кто окажется наиболее проворный, ловкий, уже ее подхватывают. Ведь конфликт Левочкина и Клюева как раз и создал ту ситуацию, которая... позволила в итоге привела к трагическим событиям февраля 2014 года и к тому, что в стране действительно победила вот та самая сцена Майдана. Но изначально как раз это был конфликт внутри самой властной верхушки. Ну и плюс олигархический кооператив, которого достали аппетиты семьи, Саша стоматолога и так далее. Но мы все это хорошо помним. Александр, звук пропал. Значит, Лина Востроила готовят к обороне Одессу. Самая большая проблема — это одесситы. Из Одессы делают фортецию, или через год будет новый Мариуполь? Ну, пока вот судьба Мариуполя больше грозит Запорожью,
поскольку до Одессы еще есть Херсон, Николаев, Запорожье. Запорожье – ключ у Украины в этой ситуации. И да, вот как раз на запорожском направлении наиболее тревожная ситуация. И мне кажется, что особо смешить со славянско-краматорской агломерацией не будут. Ибо там, учитывая городскую застройку, будут методично обкладывать Запорожье. А вот когда противник будет на дистанции огня ствольной артиллерии и FPV-дрона, вот тогда да, боюсь, что особенно левобережье Запорожья может постигнуть судьба Мариуполя. Вот. А Одесса, ну, карту, Лина, вы же помните карту Герасимова. То есть, вот этих в планах есть. То есть, и в зависимости от того, как повернется, как монетка ляжет, как повернется ситуация, естественно, может стать и вопрос Одессы. А то, что этот градоначальник и глава этой овцы одесской военно-цивильной администрации ведут себя немножко так по-оккупански, но это секрет Полишинеля. Но это же надо иметь такой талант, чтобы так настраивать против себя жителей города, которым ты управляешь. Петр, Андрей Владимирович, почему США одних глав государств похищают, а другим главам государств, противостоящих друг другу в военном конфликте, запрещает наносить удары непосредственно по ним? Потому что то, что позволено Юпитеру, то не позволено быку, а ну, до Соединенных Штатов, если ты, как говорится, с ними в одной песочнице, то ты можешь быть сукиным сыном, но ты свой сукин сын, как в свое время сформулировал Теодор Рузвельт. Вот. Но если ты, не дай бог, я уже привел пример с Хусейном, который запнул за буйки и был за это в итоге там, спустя время наказан, казнен, а Наеву загнали в тюрьме, поэтому вот меняется ситуация. Поэтому вот такая политика. Одним можно все, как говорится, а других за куда более мелкие прегрешения, естественно, карают, объявляют исчадиями зла, террористами и так далее. Но это политика. А политика, как по определению, всегда она лицемерна. С какой, в общем, с какого рожна Европа продолжает поддерживать Украину и эскалировать? Ведь стало ясно, что Украина выиграть уже точно не сможет, а каждым днем ее положение все хуже. Меньше солдат, земли, инфраструктуры. В то же время, когда Россия ну, не чувствует особенно СВО, да, в чем интерес и игра Европы здесь? Призрачная надежда на черного лебедя или просто стрёмно менять курс? А может, просто оружейное лобби всех купили, в правильные карманы все положили? Посмотрите, как последние выступления Папергера, главы Rheinmetall, и как выросли акции Rheinmetall за последний год. И это тоже присутствует, безусловно. Тут любую вещь надо искать. Материальный интерес и, как говорится, мотивацию. Ну и то, что за счет, как бы там ни было, даже если население России войну не ощущает, в России нет мобилизации, на улицах не орудуют вот эти банда ТЦК, тем не менее это истощает экономику. Как бы там ни было, но как раз в отличие от Украины, финансово-экономическое состояние России более-менее относительно благополучно. Ну, как бы там ни было, но 186 миллиардов потратить на военные нужды Россия себе может позволить. 7,5% ВВП, но это не критично. А для Украины, ну, собственно, что? Украина выигрывает время. И Зачем? Украине... Ради чего выигрывает время? За счет того, чтобы Нет, перезапустить... для чего выигрывать время? Время тоже надо выигрывать для чего-то. Вот это вот непонятен вопрос. Модернизация военно-промышленного комплекса. Смотрите, 30 лет практически Европа позволяла себе тратиться на военные нужды по самому минимуму, что возмущало и того же Трампа. То есть это ну, та же Меркель взяла 2/3 Бундесвера по сокращению пустила. Это ж когда под защитой дяди Сэма, ну, ты можешь себе это позволить, не тратиться на пушки. Ситуация сейчас меняется. Все прекрасно понимают, что наступают такие времена, когда считаться будут только с теми, у кого есть сила. Естественно, это нужно время, чтобы накачать мускулы. В конце концов,
переосмыслить опыт, ведь очень многие направления, допустим, военных расходов, ну, стоит 10 раз подумать, прежде чем тратить деньги на ту же бронетехнику, вот, учитывая реалии вот этой войны. Адаптировать те инновации, которые российско-украинская война явила уже, как говорится, вот эту революцию на поле боя. То есть время, на все это нужно время. Ну и плюс составляющая то, что, как мы видим, допустим, европейский военно-промышленный комплекс ни шатка, ни валка. Пока, учитывая, как меняется ситуация в нынешнем мире. 2-3 года это то, что европейцы надеются, что Украина для них выиграет. Ну, это даже не скрывают, в конце концов. Так, вот такой вопрос еще от зрителя. Добрый вечер. Подскажите, как так нужно было умудриться нашей власти, чтобы люди с южных регионов, например, херсонцы, живущие, ну или выживающие, лучше сказать, в Восточной Европе, не Германия, там, где с 6 утра пашешь, чтобы оплатить жилье, счета и что-то покушать, последние минимум 3 года не видят себя и боятся возвращаться в Украину. Наверное, не так страшно полететь в Шереметьево на фильтрацию для них. Что посоветуете? Европа как-то не вариант. Но не обязательно и другие страны, не только европейские. Ну и в конце концов, есть даже Беларусь, есть тот же Казахстан. В этом случае, обладатели, если действительно люди хотят вернуться домой на левобережье Херсонщины, то там да, там вариант только один. Через фильтрацию, через Шереметьево, и там все это ужесточилось. Говорят, тут, ну, мне проще, я в Шереметьево не собираюсь, а у людей, да, вариантов нет. И, кстати, очень многих тех же мариупольцев заворачивают. Причем, ну, явно не за украинских. Дуют на горячее. Ну, увы, такова специфика работы спецслужб. Ну, и вот у моих знакомых был пример, когда по совершенно надуманному поводу, ну, там, 70-летнюю женщину развернули. И запрет на 50 лет. Человек не доживет, просто хотела к дочери туда приехать. Так, давайте с чатом немножко, тоже от вас буквально несколько вопросов. Значит, пытание. Если кто-то из властей Украины примет перемирие, мир, капитуляцию, перемогу, все через слэш, то кого послушают ВСУ? Может, смотрите, тут другой вопрос. Наверняка об этом и в Белом доме думают, о том, что как бы сохранить управляемость в случае, чтобы тут не возникло таких каких-то бурлящих событий. Ну, и для этого, естественно, нужны эти персонали, которые в критический момент не упустят бразды управления. Но, допустим, опять же, рассказы про то, что Залужного там, военные едва ли не единодушно поддерживают, это тоже тут натягиваются. Отношение к экс-главкому довольно разное. Я встречал диаметрально противоположные взгляды. То есть те, кто, как говорится, вспоминал, когда он был толковым комбригом, и да, вот, в принципе, он нормальный парень был, ну, полковник. Говорит. А с другой стороны, другой говорит, потому что рассказывает про то, как кадровая политика Залужного чего стоила, и то, что он в итоге там в критических ситуациях прогибался под офис. Понятно, другие расскажут, что по-другому он не мог поступить. Ну, как бы там ни было, нет. Но, допустим, тот же Залужный, ну, более не менее значительная часть военных его выслушает. А как в случае каких-то бурных политических событий, если начнется смута, кого будут слушать, это еще очень большой вопрос. Вот я думаю, как раз это и является таким предохранителем, который удерживает американцев от каких-то радикальных решений по Украине. Угу. А что, забыли про секреты столетнего договора, упоминая Сунака? Если к вам в дом пришел инвестбанкир советовать, как день делать ремонт, проверьте, не заложена ли ваша квартира в пользу его фонда.
Да, абсолютно согласен. Ну, я рассказал, Сунок так успешно поменеджерил Microsoft, так, капитализация упала на 360 миллиардов. Ну, инвестбанкиры, люди прекрасно умеют делать презентации, но толкают фуфло. И это, кстати, беда очень многие соросята, как раз вот из этой среды. Вот, неудивительно то, что их, как говорится, соответствующий результат их реформаторских усилий. Как правило, в 99% случаев со знаком минус. Чего стоит та же Берлинская. Пролоббировала там компанию, которая должна была поставить 100 тысяч FPV-дронов. Ну, что первым делом получил аванс там, на 120 миллионов долларов. Руководитель этой компании сделал. Ну, купил 75% Бабеля за издание, такое интернет-издание, за 1 миллион долларов. И тут же купил себе новый Porsche. А зато заказ, ну, там вроде бы идет оттяжка, по сути провален. Мгм. Значит, как относится гость к риторике ВВ на столе ЯО? План уже лежит. Триада готова. Знаете, ну, мне что-то вспоминается все время «Дикий прапорщик» из фильма ДМБ. Вот. Может, жахнем, обязательно жахнем. И не раз жахнем. Весь мир в труху. Но потом. Вопрос. Не в изменении... Ага, это расходы людей, деньги тут пробуют считать. По поводу там уточняют, не-не-не, Золотарев не понял, кого ВСУ послушает. Ну, типа, ну, с кем будет ВСУ ВСУ? Кто командир бригады? Если командир бригады адекватный, оно будет слушать комбрига. Если нормальный, адекватный комбат, будет слушать командира своего непосредственного начальника. Слушайте, Вот. да я вам уже сегодня говорил, да, слушайте, ну, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это знаете, раз. А еще хуже тот, который не мечтает стать бригадным генералом при Зеленском. ну, вот их же ублажают, некоторые покупают квартиры в Новопечерских Липках. А это по определению из них уже лейтенанта Роллинса точно не получится. В Гане, который сверхпрезидента, а потом, по-моему, только себя до капитана потом повысил, военный летчик, как раз такой мулат, отец был шотландцем, а мать из какой-то африканской народности, но, тем не менее, довольно успешно руководил Ганой, как и управлял самолетом. Летал на Су-7 советском. Ну что, вышел очередной блок потужности от Зеленского. Думал, может, чем хорошим завершить эфир, да? Все-таки весна, в следующий раз уже весной увидимся, Андрей Владимирович. Нет, значит, Зеленский говорит, с удовольствием принял бы ядерное оружие от Великобритании и Франции, но они пока не предлагали. Ха-ха-ха, шутка, овация, подписанный смех в зале, аплодисменты. Военные устали, ротации недостаточно, мы мобилизуем 30-34 тысячи бойцов в месяц, дефицит людей серьезный, и он продолжается не один год. Ну, так это вопрос главнокомандующему, что сделано, чтобы не было дефицита. Ну, наверное, как-то по-другому надо было мобилизацию проводить и внутреннюю экономическую политику по-другому вести, чтобы ну, не было этой проблемы. А так у нас дезертиров у нас скоро будет больше, чем в вооруженных силах. А с ядерным оружием, ну, знаете, вот как помните, в «Белом солнце пустыни». Вот что, ребята, не дам я вам пулемет. Ну и короночка, Андрей Владимирович. Точка сегодняшнего эфира. Цитата Зеленского. «Я приглашу Путина в Киев. Но зачем? Готов встретиться на нейтральной территории, но не в России, не в Беларуси». Зеленский опять заявил, что в Москву не поедет. Шанс на мир до осени, то, с чего мы начинали, если Путин согласится на трехстороннюю встречу. Да. Значит, что-то там за кулисами таки происходит. Ну, опять же, мы можем только догадываться. Но в Москву, в Минск не поеду, но, может быть, в Будапешт поеду. Учитывая то, что Трампу Виктору надо подставить плечо.
Друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашем прямом эфире. Подписывайтесь на канал Андрея Золотарева. У него тоже формат вопросов и ответов, поэтому интересуйтесь. Фанатов не прошу, но, может, кажется, подписку не жалей. Да, тем более сейчас, это правда, кстати, есть такая история, что YouTube отписывает сам. Поэтому зайдите, посмотрите. Есть подписка, нет? Колокольчик там стоит. Посмотрите. Удостоверьтесь. Андрей Владимирович, спасибо за время и мысли. Всего доброго. До свидания. Всем хорошей финальных часов этой зимы. Как бы ситуация не давила эмоционально, главное все-таки сохранять самообладание, беречь себя и друг друга. Добра и света!